Тегеран объявил условия Вашингтону, без выполнения которых не подпишут соглашение по Ормузскому проливу. А США обещают не требовать плату за проход кораблей, уверяет Джей Ди Венс. «Пора Ирану выйти из состояния ни войны, ни мира», заявил Масуд Пезешкиан. 70 дальнобойных ракет «Атакамс», артиллерийские установки и другие кассетные боеприпасы Турция планирует продать Украине. Сейчас этот вопрос на согласовании в Конгрессе США. Исполняющего обязанности премьер-министра Косово забросали яйцами прямо в парламенте. Канада борется с лесными пожарами. В Британской Колумбии объявили режим чрезвычайной ситуации, а Китай готовится к тайфуну «Делфин». А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран назвал условия, при которых готов открыть Ормузский пролив. Тегеран выдвинул Вашингтону 6 требований. Об этом сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммада Багира Залькадра. Среди требований прекращение американских военных действий против Ирана и его союзников на Ближнем Востоке, снятие морской блокады, а также вывод американских морских и воздушных сил. Кроме того, Тегеран требует отменить санкции, разморозить иранские активы и выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе 2 войн. Отдельно иранская сторона призывает США отказаться от угроз в адрес страны. В Тегеране заявляют, что до выполнения этих условий Ормузский пролив открывать не намерены. При этом дипломатические контакты продолжаются. Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил в эфире Fox News, что, по словам иранских представителей, Тегеран не планирует вводить плату за проход судов через пролив. Иранцы по разным каналам дают понять, что намерены усилить свой контроль над Ормузским проливом. Если говорить о возможной сделке, какой статус-кво в Ормузском проливе был бы для вас приемлемым? Мы ожидаем, что объемы нефти и газа, поступающих из Персидского залива, вернутся к тому уровню, который был до начала конфликта. Именно это нам говорят иранцы, что они намерены обеспечить такие объемы. Этого же хотят и все страны Персидского залива. Но, знаете, мы не доверяем на слово, мы проверяем. Мы смотрим не на то, что люди говорят, а на то, что они делают. Конечно, внутри иранской системы есть люди, которые говорят о возможности взимать плату за проход. Иранцы сказали нам, что не планируют вводить плату за проход через Ормузский пролив. Но опять же, посмотрим на их реальные действия. Последнюю неделю или около того, Иран и страны Персидского залива, прежде всего Оман, обсуждают, как обеспечить безопасное судоходство. Одна из главных проблем заключается в том, что в начале войны иранцы установили большое количество мин. Поэтому сейчас мы в основном работаем над тем, как организовать движение судов, чтобы они могли безопасно проходить через пролив. Это, конечно, включает разминирование. Кроме того, Иран должен взять на себя обязательство не открывать огонь по коммерческим судам. Иран сейчас несет серьезные потери. Они хотят, чтобы все это закончилось. Вопрос в том, способна ли их система пойти на те шаги, которые необходимы, чтобы нас устроил результат, и мы могли считать, что получили от этого противостояния то, что нам необходимо. Это еще предстоит выяснить. Но я действительно считаю, что за последние несколько дней нам удалось добиться определенного прогресса. Иран рассчитывает выйти из затянувшегося состояния ни войны, ни мира. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан. В любом случае, нарушения происходят при реализации любого меморандума о взаимопонимании. В принципе, для рассмотрения нарушений должна была быть создана специальная группа, вместо того, чтобы начинать боевые действия. Вместо того, чтобы тогда сесть за стол и решить эти вопросы, теперь нам приходится искать способ урегулировать их сейчас, если решение вообще возможно. Именно над этим сейчас работают в рамках переговоров в Омане. Дай бог, мы сможем прийти к тому, чтобы выйти из этого состояния. Ни войны, ни мира. Затем произошли нарушения в Ормузском проливе. Согласно договоренностям, так называемому меморандуму о взаимопонимании, стороны должны были действовать в соответствии с правилами, согласованными Исламской Республикой и Оманом. Но эти договоренности не соблюдались. Мы ответили, после чего начались столкновения. Одним из главных вопросов остается Ормузский пролив. Тегеран и Маскат обсуждают условия, которые позволили бы восстановить движение судов по одному из важнейших мировых маршрутов поставок нефти и газа. Пезешкиан также заявил, что нынешнему обострению предшествовали нарушения прежних договоренностей по Ормузскому проливу. По его версии, вместо военного ответа спорные вопросы следовало решать через отдельный механизм переговоров. Иран и Оман приблизились к соглашению о временном маршруте для судов через Ормузский пролив. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, военные двух стран уже подготовили карты маршрута. Представители военно-морских сил провели переговоры. Сейчас стороны согласовывают последние детали.
Переговоры с Оманом касаются временного маршрута. Мы уже очень близки к результату. Определение этого маршрута Ираном и Оманом не обязательно означает открытие Ормузского пролива. Это зависит и от других факторов. Соединенные Штаты должны компенсировать нарушение меморандума о взаимопонимании. Я хочу четко сказать, нынешняя ситуация стала результатом нарушения этого меморандума Соединенными Штатами. Мы обсуждаем временный маршрут и очень близки к достижению договоренности. Работа ведется на основе карт этого маршрута, подготовленных вооруженными силами. Между военно-морскими силами двух стран прошли переговоры. Сейчас согласовываются последние детали. Думаю, мы сможем завершить эти переговоры очень скоро. Ирак ищет новые пути для экспорта нефти и одновременно обсуждает возможное сотрудничество с Ираном. Министр нефти Басим Мохаммед сообщил, что переговоры с Тегераном уже идут, однако конкретный механизм пока не согласован и не действует. Каким маршрутом может пойти иракская нефть через Иран и о каких объемах идет речь, министр не уточнил. Мы ведем переговоры с нашими братьями в Исламской Республике по поводу получения разрешения. Однако этот вопрос пока окончательно не решен, и в настоящее время такой механизм не действует. Добыча составляет около 2,7 миллиона баррелей в сутки, а ежедневный экспорт примерно от 1,5 до 1,7 миллиона баррелей. Мы подписали соглашение с консорциумом 3 международных компаний Chevron, TI, Capital TI и катарской UCC. Соглашение предусматривает строительство нефтепровода, который свяжет юг Ирака с севером страны. Он начнется в Басре и протянется до Фиш-Хабура, а отдельная ветка пройдет от Хадиты до сирийского Баниеса. Второй этап предусматривает строительство еще одного нефтепровода через Акабу. Эти трубопроводы обеспечат Ираку дополнительные доходы от экспорта. Оба нефтепровода будут совершенно новыми, старые трубопроводы использоваться не будут. Кроме того, предусмотрено строительство насосных станций и хранилищ. Стоимость будет зависеть от переговоров, однако этот проект обойдется не менее чем в 15 миллиардов. Украина может получить из Турции крупную партию американского дальнобойного оружия, в том числе 70 баллистических ракет «Атакмс» и 12 реактивных систем залпового огня М-270. Информация о планируемой передаче появилась в официальных документах Конгресса США. Поскольку все это вооружение произведено в Соединенных Штатах, Турция не может передать его третьей стране без разрешения Вашингтона. Речь идет о вооружении, которое находится в турецких запасах. В списке 12 пусковых установок М-270, 70 тактических баллистических ракет М-39 от АСМС, 2524 неуправляемые ракеты М-26 с кассетной боевой частью, а также 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм. Последние могут использоваться, в частности, самоходными артиллерийскими установками типа «Пион», которые остаются на вооружении Украины. Отдельное уведомление касается 70 ракет М-39 «Атакмс». Это одна из первых серийных модификаций американского комплекса «Атакмс» с дальностью примерно до 165 километров. В отличие от более поздних версий, эти ракеты оснащены кассетной боевой частью и предназначены прежде всего для поражения целей на большой площади. Согласно опубликованным данным, первоначальная стоимость 12 установок М-270 вместе с ракетами и артиллерийскими боеприпасами составляла около 256 миллионов долларов. Еще примерно в 28 миллионов долларов первоначально оценивались 70 ракет «Атакмс». Однако эти суммы отражают стоимость вооружения на момент его приобретения и не обязательно являются ценой нынешней сделки. Передача проходит как реэкспорт американского оружия. Госдепартамент уведомил Конгресс 3 августа, а 6 августа документы были опубликованы в официальном Congressional Record. Американское законодательство требует отдельного согласования подобных передач, поскольку конечным получателем становится другая страна. В документах конечным получателем прямо указано правительство Украины. В организации передачи должны участвовать несколько турецких, болгарских и американских частных компаний. Госдепартамент США считает такой реэкспорт соответствующим целям американской помощи Украине. Таким образом, речь пока идет не о подтверждении того, что 70 «Атакмс» уже прибыли в Украину, а о процедуре, которая должна позволить Турции передать это вооружение Киеву. Украина продолжает наносить удары по российской энергетической и логистической инфраструктуре. Среди целей – нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые, по оценке Киева, обеспечивают военные возможности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена и дальше развивать средства для преодоления российской ПВО. Что мы видим, несмотря на их собственные производственные возможности? Россияне сосредоточили вокруг Москвы 3 эшелона противовоздушной обороны. Помимо авиации и всего остального, что у них есть, столицу защищают 3 кольца ПВО. Они защищают энергетическую инфраструктуру и другие стратегические объекты. По сути, это одна из причин, почему они наносят удары по нам. Они понимают, что мы будем отвечать. Иногда симметрично, иногда асимметрично.
но мы будем отвечать. Чтобы создать такой мощный защитный щит, им пришлось стянуть системы ПВО со всех уголков своей огромной территории, а Россия — самая большая страна в мире по площади. Они сосредоточили эти системы вокруг Москвы. Вот что происходит с Москвой. Санкт-Петербург защищен слабее, но он тоже защищен. У них также есть портовая инфраструктура, но вы видите, что мы наносим соответствующие удары и там. Мы преодолеваем их оборону. Они ее усиливают, но мы продолжаем ее преодолевать. С Москвой вопрос сложнее. Дело не в том, что это символическая столица. Мы отвечаем на их удары. Сколько бы у них ни было систем ПВО, в какой-то момент их необходимо перезаряжать и пополнять боекомплект. И в любом случае мы продолжим находить технологии, которые позволят нам отвечать им, и они это почувствуют. Вы можете видеть это и на примере энергетической инфраструктуры. Даже после того, как они начали наносить удары по нашей логистике, мы нашли возможность провести другую логистическую операцию и соответствующим образом ответили. Потери, которые они там понесли, колоссальны. Речь идет о триллионах рублей. Это отдельная история. Я не хочу сейчас раскрывать все подробности, хотя должен сказать, что это была очень успешная операция украинских сил. Слабое место для всех — противовоздушная оборона. К сожалению, для всех остальных. Но, к счастью, для россиян, у них действительно есть собственное производство систем ПВО. Конечно, все это берет начало еще со времен Советского Союза. То, что некоторые страны, в том числе Украина, утратили в своем военно-промышленном комплексе, они сохранили в том числе соответствующие технологии и производственные мощности. Это действительно так. Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как фактически с нуля восстанавливать собственную оборонную промышленность. Именно поэтому я считаю, что то, чего нам удалось достичь в технологическом плане с беспилотниками, и то, что мы смогли создать такие возможности, было вопросом выживания. Политический кризис в Косово дошел до яиц. Во время заседания парламента оппозиционный депутат Тими Кадрияй забросала ими исполняющего обязанности премьер-министра Альбина Курти. Она доставала яйца прямо из сумки и бросала их в сторону главы правительства с криками «Позор!». В ситуацию вмешались депутаты и полиция, после чего Курти покинул зал. Поводом стало его заявление о том, что партиям снова не удалось договориться о выходе из политического тупика. После досрочных выборов в июне партия Курти самоопределения получила 58 из 120 мест. Этого недостаточно для самостоятельного большинства. У нас пока нет политического соглашения, поэтому, чтобы избежать новых выборов, я попросил предоставить дополнительное время для того, чтобы представить кандидатуру председателя парламента. Сейчас Курти пытается договориться с Демократической лигой Косово и представителями национальных меньшинств. Один из главных спорных вопросов — пост президента. Демократическая лига хочет получить его в рамках коалиционного соглашения, однако Курти пока на это не соглашается. Без компромисса страну могут ждать новые выборы. Миграционный кризис в Сеуте привел к спору уже между двумя странами Евросоюза. Испания ввела временный пограничный контроль для пассажиров, прибывающих из Италии самолетами и морским транспортом. В Мадриде объясняют это ответом на аналогичные ограничения со стороны Рима. Первые проверки ввела Италия после массового притока мигрантов в испанский анклав Сеута. Рим временно приостановил действие шенгенских правил для граждан стран, не входящих в Евросоюз и прибывающих из Испании. Ограничения должны действовать как минимум до 15 августа. Итальянские власти объясняют их вопросами миграции и безопасности. Мадрид потребовал отменить эти меры, назвав их необоснованными. Италия отказалась, заявив, что не принимает ультиматумов. После этого Испания ввела ответный контроль. Пассажирам из Италии могут проверять паспорта, гражданство и визы. При этом, по данным испанского МВД, проверки проходят выборочно, сразу после выхода пассажиров из самолета. Ну, я знала, что мы не все сделали правильно. Я имею в виду введенные Италией проверки. Главное здесь было понять, куда идти, потому что во всех аэропортах сейчас немного хаотично. Я ожидала, что кто-нибудь попросит подтверждение въезда или паспорт, но в итоге никто у меня ничего такого не спрашивал. Все происходящее кажется мне полнейшей бессмыслицей. В Италии мы, по сути, просто продолжаем жить и надеемся, что все это закончится. Подобные меры без каких-либо реальных оснований кажутся нам лишь способом отвлечь внимание, не занимать четкую позицию и уклоняться от реальных действий. Их используют, так сказать, в пропагандистских целях. Если учитывать, скажем так, удар в спину, который получило правительство Санчиса, и прекрасно понимать, чьи международные интересы обслуживались за счет граждан Марокко, которых обмануло собственное правительство, и фактически отправило насмерть, пообещав им легкий въезд в Европейский Союз. Все это было сделано, чтобы искусственно создать огромное миграционное давление. Потому что все эти исчадия ада хотят попасть сюда.
Нет, с проверками безопасности вообще не было никаких проблем. Все прошло спокойно. Когда я в последний раз летал 2 года назад на Крит, очереди были намного длиннее, и проверок было гораздо больше. Никто не просил показать паспорт. Никто не останавливал нас, чтобы проверить сумки. Очередь была очень короткой и двигалась быстро, поэтому все прошло очень просто. Но об этом действительно стоит сказать, потому что многие этого не знают. Нет, мне эта ситуация не нравится. Все немного слишком хаотично. Мне это не очень нравится. Сотни жителей Майорки вышли на улицы против массового туризма. Акция прошла в городе Сальер под лозунгом «Сольер на пределе». Участники говорят, туристов стало настолько много, что это меняет привычную жизнь города. Местным все сложнее найти доступное жилье и парковку, а традиционные небольшие магазины постепенно закрываются. Мне нравится, когда приезжают туристы, но их слишком много. Невозможно припарковаться ни на улице, ни на наших общественных парковках. А старые традиционные магазины постепенно закрываются. Мы пришли поддержать этот протест. Лично мне особенно надоели туристификация и массовый туризм. Нужно что-то менять, потому что жителей Сольера фактически вытесняют отсюда, а качество жизни ухудшается. Людям все сложнее найти доступное жилье. Повсюду слишком много машин. Такая модель больше не может существовать. Я немного растерян и не понимаю, почему люди протестуют. Я не местный, но мне кажется, что этому городу нужен туризм. При этом сами протестующие подчеркивают, что не выступают против туристов как таковых. Они требуют ограничить чрезмерный поток отдыхающих и изменить нынешнюю модель туризма. Сальер и другие курортные города Майорки зависят от путешественников и нуждаются в них. Испания остается одним из самых популярных туристических направлений мира. В прошлом году страну посетили рекордные 96 миллионов 800 тысяч человек. А только с июня по сентябрь этого года туристы, по оценкам правительства, принесут экономике около 64 миллиардов евро. Перу и Мексика восстанавливают дипломатические отношения после нескольких лет политического кризиса. О договоренности стороны объявили 7 августа. Послов в двух странах не было с начала 2023 года. А в конце прошлого года Лима полностью разорвала дипломатические отношения с Мехико. Мы очень рады, что Перу и Мексика восстановили дипломатические отношения. Мы братские страны, друзья, которых связывает многолетняя история дружбы. Как я говорила еще до вступления в должность, восстановление этих отношений было одной из наших целей. Именно такую задачу мы поставили перед министром иностранных дел Эспой. Поводом стало решение Мексики предоставить убежище бывшему премьер-министру Перу Бетси Чавес. Ее обвиняли в причастности к попытке бывшего президента Педро Кастильо распустить Конгресс в 2022 году. Позже перуанский парламент объявил президента Мексики Клаудио Шейнбаум персоной нон-грата. В соответствии с международным правом было правильно предоставить госпоже Бетси Чавес разрешение на безопасный выезд. Поэтому правительство так и поступило. Когда действуешь в рамках государственных институтов, политические взгляды не имеют значения. Нужно действовать по закону. Мексиканское правительство очень хорошо восприняло этот шаг. И думаю, это также помогло восстановлению наших отношений. Теперь власти Перу разрешили Чавес покинуть страну и выехать в Мексику. При этом Лима сохранила за собой право в дальнейшем потребовать ее экстрадиции. По данным перуанского МИДа, Чавес уже вылетела в Мексику. Новый президент Перу, Кейко Фухимори, еще до вступления в должность называла восстановление отношений с Мексикой одной из своих внешнеполитических целей. Теперь стороны рассчитывают в ближайшее время вновь обменяться послами. Разногласия между странами при этом полностью не исчезли. Мексиканские власти ранее поддерживали Педро Кастильо и предоставили политическое убежище его жене и детям. Сам бывший перуанский лидер сейчас отбывает 11-летний тюремный срок. В канадской и британской Колумбии из-за масштабных лесных пожаров объявили режим чрезвычайной ситуации на уровне всей провинции. Тысячи людей получили приказ покинуть свои дома. Самая тяжелая ситуация сложилась в районе Саммерленда, одном из центров виноделия и садоводства страны. Пожар Болт Рейндж распространяется с большой скоростью. За короткое время огонь охватил тысячи гектаров, а его площадь достигла примерно 9,5 тысяч гектаров. Приказы об эвакуации действуют в Саммерленде, Пичленде и других населенных пунктах как к западу от озера Оканаган. Сегодня по рекомендации служб экстренного реагирования министр Грин объявила режим чрезвычайной ситуации на уровне всей провинции. Из-за нового быстро распространяющегося лесного пожара и масштабной эвакуации, которая прошла минувшей ночью, экстренные службы сообщили, что им необходимо иметь возможность в любой момент воспользоваться особыми полномочиями, которые дает этот режим, если в них возникнет необходимость.
Министр и представители экстренных служб, которые сегодня находятся здесь с нами, смогут подробнее рассказать, что это будет означать на практике. Сегодня, опираясь на рекомендации специалистов, я объявляю режим чрезвычайной ситуации на уровне провинции. Мы видели масштабную эвакуацию минувшей ночью и видим, насколько быстро меняется ситуация с лесными пожарами в Оканагане и других районах провинции. Мы понимаем, что нам необходимо иметь наготове инструменты, которые дает режим чрезвычайной ситуации, чтобы при необходимости в любой момент воспользоваться этими особыми полномочиями. Это позволит нам, например, изымать места размещения для нужд экстренных служб или вводить ограничения на поездки в отдельных районах, если это потребуется. Сейчас никаких ограничений на поездки не введено, однако мы просим всех воздержаться от поездок в Саммерленд и другие пострадавшие населенные пункты. Учитывая масштабы эвакуации, количество людей и экстренных служб, которые сейчас перемещаются по региону, мы без колебаний примем дополнительные меры в рамках режима чрезвычайной ситуации, если это станет необходимым. Власти сообщают об уничтоженных домах и другой собственности. Из-за быстрого распространения огня часть жителей оказалась отрезана пожаром. Для их эвакуации задействовали авиацию. 18 воздушных судов вывезли из опасной зоны более 50 человек. В Саммерленде из-за пожара пропало электричество. Жителей также предупредили о проблемах с водоснабжением и рекомендовали кипятить воду перед употреблением. По данным властей, только за последнюю неделю в Британской Колумбии возникло 70 новых очагов. Сейчас в провинции насчитывается более 100 активных лесных пожаров, а на борьбу с огнем направлены более 2000 человек. Режим чрезвычайной ситуации дает властям дополнительные полномочия. В частности, возможность ограничивать поездки в отдельные районы и использовать места размещения для эвакуированных и экстренных служб. Пока ограничения на передвижение не вводили. Однако жителей просят не ездить в Саммерленд и другие пострадавшие районы. Всего с начала года лесные пожары уничтожили в Канаде около 4 миллионов гектаров территории. Распространению огня способствует жаркая и сухая погода. Китай готовится к приближению тайфуна «Долфин». В прибрежных районах закрывают порты, приостановлено паромное сообщение, суда возвращают к берегу. Синоптики предупреждают, высота волн местами может достигать 8 метров. В провинции Чжэцзян оборудуют эвакуационные центры. На улицах устанавливают мешки с песком для защиты от возможных подтоплений. В аэропортах отменяют рейсы. По прогнозу Национального метеорологического центра Китая, тайфун может выйти на сушу в районе между городом Чжоушань в провинции Чжэцзян и городом Фудин в провинции Фуцзян поздно вечером в воскресенье или в ночь на понедельник. Скорость ветра возле центра стихии может достигать 45 метров в секунду. Власти объявили оранжевый уровень предупреждения, второй по степени опасности. Сильные дожди и ветер могут затронуть восток Китая, в том числе район Шанхая. Непогода по прогнозам продлится до 12 августа. США частично возобновят работу в Мичоакане, главном регионе Мексики по производству авокадо. С 8 августа американские специалисты вернутся в несколько районов региона на фоне усиленных мер безопасности. Речь в том числе об инспекциях авокадо перед отправкой в США. Несколько дней назад Вашингтон приостановил работу своих специалистов из-за угрозы безопасности. Без этих проверок мексиканские производители не могли нормально отправлять продукцию на американский рынок. Теперь инспекции возобновят в нескольких районах главного авокадового региона страны, где находятся крупные плантации и упаковочные предприятия. Полностью работу пока не восстановили. США продолжат оценивать ситуацию с безопасностью. Для Мексики это критично. США – крупнейший рынок для мексиканского авокадо. Около 90% всего экспорта этой продукции приходится на американский рынок. Ранее Мексика направила в Мичоакан более 1500 военных и сотрудников Национальной гвардии, чтобы защитить фермеров, упаковочные предприятия, дороги и пункты инспекции от организованной преступности.